Здравствуйте, мои хорошие. Ну, выпустила я расклад про Елену Зеленскую, да, и в комментариях прочитала много вопросов. Кто-то утверждает, где-то слышал, что она замешана в торговле детьми, кто-то, что замешана в торговле органами, там еще что-то, наворовались и так далее. Ну, и просьбы, да, посмотрите на детей. Ну, во-первых, что касается ее детей, да, на детей я не буду смотреть. Дети-то в чем виноваты, да? Мы смотрим на политиков. Дети в политике никакой роли не играют. Дети всего лишь дети. Пожалейте детей. Делать расклад на детей вообще чревато. На своих, на чужих, да, неважно на каких, это чревато. То есть без... Во-первых, чтобы вы понимали, ребенок, он еще растет. Он еще под защитой матери находится. И делать на него расклад, его собственное энергетическое поле еще не сформировалось. Если мы будем делать расклад, мы, ну знаете как, ненароком, да, можем нанести вред. Неважно, чьи это дети, Зеленской, наркофюрера, да, еще кого-то там страшного, но это дети. Они ни в чем не виноваты, поэтому на них мы не будем смотреть, на их личных детей. Ради любопытства, да, ломать судьбу детей я не стану. Это раз. Во-вторых, посмотрите на детей, которых они убили, якобы по слухам, да. Ну, если они кого-то и убили, на мертвых я не смотрю. Тоже я об этом говорила и не раз, что то, что касается мира мертвых, я туда не лезу, потому что это очень высасывает энергетику. Рисковать своим здоровьем ради любопытства, ну, тоже не хочется. Но мы можем сделать расклад на эту тему, как мы делали на, не помню, на Байдена, по-моему, мы делали еще на кого-то, да, преступление и наказание. Есть ли преступление у нее, у Зеленской, и будет ли наказание? Если есть какие-то преступления на ней, ну, расклад должен показать. Давайте посмотрим. Мы не знаем, да, то ли это слухи, то ли это правда. Давайте попробуем выяснить с помощью расклада. Так, вот она, Зеленская. Преступник ли она? Есть ли на ней преступление? Так, вот ее преступления. Какие преступления на ней есть? Будет ли расследование? Так, я, наверное, видно вам вообще? А ну-ка. Ну, вроде видно, да? Будет ли расследование? Будет ли суд? Вынесено ли на суд? Может, расследуют и замнут, да? И будет ли вердикт, наказание? Последует ли за этим наказание, за совершенные преступления? И наказания какого рода будут? Кармические, либо руками людей, да, человеческие. Ну, кармические руками людей могут быть. Ну, давайте итог достанем. Вам его, наверное, не видно, но я потом подвину. Так, ну давайте начнем с нее. Во-первых, мы сейчас по всем колодам сразу выложим, чтобы полную картину пронаблюдать. Вот она, преступник ли она? Преступление ее, расследование, суд, наказание, вердикт. Кармическая, человеческая и итоговая карта. И так мы сейчас все колоды прошвырнемся, чтобы более подробно это все увидеть. Так, вот она, Елена Зеленская, преступление, расследование, суд и вердикт. Карма, люди, итог. Так, дальше. Так, Зеленская, преступление, расследование, суд и вердикт. Карма, люди и итог. Так, мы сейчас прям все колоды выложим, чтобы понимать. Кстати,
Жду новые колоды, так что скоро представлю вам новые колоды. Наверное, отсниму ролик новый, какие у меня колоды теперь есть, с добавлением новых. Потому что многие спрашивают: Аврора, расскажите, какие у вас колоды. У меня есть ролик, в котором все колоды перечислены. Ну, сделаю еще один. Многие тоже занимаются раскладами, и новые колоды интересные. Так, тараканы потом и советы потом. Давайте начнем, да? Вот она, Елена Зеленская. Преступник ли она? Ну, здесь, как сказать... Сказать, что она преступник, ну, не видно здесь. Скрыто. Тут отношения у нее какие-то, которые не привели к результату, да? Потеряли энергию. Отношения потерянные. И она переехала. Сейчас у нее пути закрыты. Принудительное завершение, да, противостояния, где она проигравший истощенный воин. Так, ну давайте, вот она, да, характеризуется вот так вот. Давайте посмотрим, есть ли на ней преступления какие-то. Ну вот опять не показывают карты. Не показывают, видите, она... осознание у нее какое-то происходит, что она оказалась в изоляции, что она как в банке закрыта, да? Консерва, скумбрия консерва. И она пытается открыть для себя что-то, чтобы достигнуть какой-то цели, выйти из одиночества, из отшельничества. Она любыми способами собирает все в кучу, все энергии в кучу, чтобы победить. Но вот эта карта может говорить, видите, здесь мир прави, нави и яви соединен воедино. У нее распались эти миры. То есть тело, душа и сознание у нее не в ладу, не в ладу для того, чтобы одержать победу. Но чтобы вот преступление пока, ну давайте, может быть, потом вскроется суд, расследование, да, расследование. Расследование покажет болезнь, смерть. Она больной человек. Вот как бы тут больше показано, что расследование покажет, что она больна. Она больна, и ее силы больны. Вот там в том раскладе на нее у меня выходила, она зависимая. Там выходила наркомания и психушка, да? Палата номер 6. У нее, видимо, не лады с психикой из-за употребления чего-то. Здесь, видите, она пытается выбраться из изоляции, выйдя из иллюзий. И это провоцирует болезнь для нее. Но чтобы вот расследование, ну, у нее как бы цикл завершается. Расследование, видите, ничего не показывает. Либо так завуалировано, так скрыто, что никогда не вскроется. Фиг его знает. Но уже были какие-то слухи. У нее проблемы с мочеполовой системой. Ну, цикл завершается. А сколько ей лет, что у нее? Климакс, что ли? И наркомания, видите? Болезненность у нее в том, что рак, онкология, раковая опухоль. Ну, тут она как бы как раковая опухоль может быть. Либо... все-таки какое-то преступление есть, которое разрастается, как раковая опухоль, одурманенным мозгом, связанная с детьми, да, все-таки вот мочеполовая система – это новорожденное, рожденное что-то. Проблемы с... Либо это ее болезни показаны, либо вот действительно какое-то есть такое. Так, ну давайте посмотрим суд, да, расследование, как бы показало, что она больная. Суд что?
Она за границей, с бумагами какими-то, с какими-то документами, под защитой в домике. Попытка выйти из управления, из-под контроля, да, разорвать вот эти вот манипуляционные веревочки, отберет у нее шанс какой-то. Она это понимает, внутренний голос. Ну вот видите, с детьми здесь я не вижу ничего такого. И вердикт, наказание. Наказание за алчность может быть. Она потеряет энергию, потеряет вдохновение, иллюзии, живет в иллюзиях. Она как дьявол, падший ангел, да? Дьявол. Жена дьявола, можно сказать так. И пути закрыты. Она в отношениях, да, отношения, в которых закрыты пути. Отношения не могут продолжаться. Ну, видите, как бы карты не говорят, что она виновна. Кармическое наказание. У нее закрыто рождение, да, закрыто рождение почему-то вышло. То ли у нее климакс, то ли что. Закрыто рождение, она стала легкой добычей, в беспорядочных срывах. У нее что-то срывается. И она пытается выехать в своей деятельности, вывести что-то. Ну вот здесь может быть что-то связанное с детьми. Если оно даже не вскроется, да, то у нее закрыта возможность еще иметь детей, да, получается, кармическое. Вот это мы смотрим кармическое. Тут как бы закрыто рождение. И там выходила мочеполовая система. Руками людей. Руками людей у нее потери идут. Потери целей. Цель потеряна, она как отшельник. В изоляции, да, нет новостей. Нет новостей, цели не достигнуты, идут потери. Израненное сердце, где она отрабатывает карму. Тут, может быть, она не совсем и замешана в этом. Может быть, косвенно как-то, ну, чтобы она прямо руководила. Почему-то карты не показали. Сейчас еще попробуем. И итог для нее. Итог – путь какой-то. Путь полный препятствий. Какие-то документы. Она как не может проснуться. Здесь какой-то документ, по которому она как спит. Стабильности нет, деятельности нет. У нее вся деятельность закрыта. Ну, давайте еще здесь достанем. Вот если причастность ее к торговле детьми, к торговле органами, да, если какая-то причастность. Вот она, Зеленская, да, имеет ли связь с торговлей детьми, с торговлей органами или еще какими-то преступлениями. Итог для нее. Ну, рискованная игра, она чем-то рискует. Она завязана в рискованной игре. Но мосты обрушились. Она уже ничем не занимается. Она уже ничем не занимается, она не смогла одолеть. В противостоянии она не смогла одолеть что-то. Ну, изменения невозможны для нее. Как воет на Луну. Взвалила на себя бремя ответственности. Но видите, напрямую карты не говорят, что именно детьми или именно органами. Может быть, это и слухи. Личность, она неприятная. Не говорите, что я там ее защищаю или за нее переживаю. Мне на нее вообще наложить с высокой горки. Но я говорю то, что говорят карты. А карты говорят, что карты почему-то скрывают. Почему карты скрывают? Она в заточении. Она в заточении будет с тяжелым грузом на сердце. Будет проходить очищение. Как, знаете, от зависимости. Как она, ну, не наркоманка ли она?
Может, на фоне наркомании или вот шизофрении какой-нибудь, да, если у нее проблемы с психикой, она не видит себя со стороны, она потеряла реальность. Вот скорее похоже на наркоманию или шизофрению. И в результате могла что-то ляпнуть такое, что пошел слух такой. Может, на самом деле никаких участий таких не показывают карты. Вот хоть ты всрись, видите, она как проклята. Она как проклята и смирилась с этим. Она как под властью змей. Власть змей. Змея, может, сама. Ну, как бы личность неприятная, но тем не менее из пальца высосать не получится что-то, чего нет. Карты не говорят. Ну вот, ее чистить надо. Очищение. Очищение с помощью высших сил, она беззащитна, она пробита броня. Пробита броня, она получит свой урожай. Нет духовности. Ее лечить надо. Тут лечение требуется. Она не может расти и развиваться. Заморожены любые договоренности, получается. Ну, видите сами, что ничего о детях, о смертях, ничего тут не выпало. Она накапливает богатство, да, она зациклена на деньгах. Время пришло, в ее накоплении создадутся трудности. Это есть. А вот чтобы там она какие-то преступления, это типа Навальной, больше потрындеть. Больше потрындеть. Нет осознанности у нее, неспокойная жизнь, лечение. Тут везде выпадает лечение, что она больной человек. Может, больные фантазии у нее какие-то. И по поводу детей, и по поводу органов. И там, может, где-то что-то звездануло, да, вот так вот. У нее какие-то мечты разорвать цепи. Она как бунтарь, чего-то хочет. Ну, похоже на овальную. Вот овальная из той же серии получается. А чтобы она там где-то была участником, ну пока не видно. Давайте, знаете как, сейчас соберем, еще раз посмотрим. Ну, это уже идет высасывание из пальца. Вот карты бы сразу показали что-то подобное, если оно есть. Если оно есть, оно было бы показано. Честно сказать. Сейчас соберем все это, целую кучу наложила, теперь фиг соберешь. Попробуем еще спросить. Это сюда, сюда. Ох, как я не люблю это делать, кто бы знал. Эти разборы завалов. Так, ну давайте. Вот она, Зеленская. Ну, преступление и наказание расклад ничего не показал. Вот она, Зеленская. Вот ее причастность. Причастна ли она к преступлениям с детьми связанным, с органами? Что из этого и каков результат? Ох, давайте еще раз глянем. Она в пути, в дорогах. Их дороги. Пыль да туман. Она за границей. Ну, может быть, вывоз за границу чего-то. Смерть. Ну, вот здесь как бы, да, похоже, но будет исцеление. Сотрудничество какое-то. С кем-то она сотрудничала. Ну, хорошо, давайте попробуем узнать. Так, узнать. Как же посмотреть? Что это за смерть, да? Смерть, болезнь.
Либо это очень сильно скрывается, она помогала в чем-то. Вот сказать, что она была инициатором, я не скажу, да. Вот смерть, рождение, смерть, да. Смерть нерожденных. Вот тут можно сказать, но она как бы на контакте была с кем-то, она помогала. Но сама не участвовала, может, поэтому и не показывает. Подчистили хвосты, так сказать, да? Кто-то ее прикрывает, вот так можно сказать. Кто-то ее прикрывает, и она как бы в бездействии, отдых. Она прошла 7 кругов, удержав равновесие. Но глупость. Выходит глупость, нет мудрости. Выйдя через страдания, ну, видите, вышло ложное обвинение. То есть вот этот расклад сейчас показал, что есть такие намеки, есть такие предпосылки. Но на нее идут ложные обвинения. То есть она как бы замешана в чем-то, вот так получается. Ну, как я это вижу. Она как бы в чем-то замешана, но не напрямую. Имеет, может, в курсе просто была чего-то такого. Почему вот ложные обвинения вышли? Вот как ни крути, тут как бы судьба, время. У нее по судьбе время для роста и роста, накопления, да, в своей семье. Удача ей сопутствует. Религия, убеждения ее дают ей рог изобилия. Но, видите, болезнь, смерть, за которой она вообще не переживает. И она на распутье, пути закрываются. Она еще движется, но уже время выбора, когда пути закроются. Что за болезнь? Ну, давайте еще раз болезнь посмотрим. Чего за болезнь? Ну, кормление. Это связано с детьми, да? Либо она питается, деменция, болезнь Альцгеймера. У нее что-то с мозгами. У нее что-то с мозгами и подагра, ну это как отложилось, отложения какие-то, чего-то отложения, которые ей мешают. Ну вот это можно трактовать как отношение к детям. Но опять же косвенно. Видите, напрямую карты не говорят, они как-то косвенно. То есть, видно, имеет отношение, но как-то... Блин, и либо очень это все завуалировано, скрыто, что карты не хотят об этом говорить, либо я не знаю. Она депрессуна, она склонна к депрессиям, она в страхе, она манипулируемая, то есть она подконтрольная личность. Так можно сказать. Ей сказали, и она что-то делает. А что она делает, она сама не понимает. Она в депрессии. Боль. Больная. Больной человек. Она больной человек. И, ну, судя по всему, да, если она где-то даже косвенно принимала в чем-то таком участие, по картам выходит, что ее лечить, больной человек, да, изолировать и лечить. То есть наказания не будет. Вот это ее наказание, это закрыть и лечить. Она в своем счастье каком-то живет, придуманном. Она счастливая, она живет в этом. Вот как-то так получается. Давайте важные для нее промежутки времени, может, что-то покажут. Ну, телец, она твердо стоит на ногах. Телец – это страна под тельцом, Украина, Германия, Узбекистан. Под знаком тельца. Это апрель-май. Апрель-май для нее ключевой. Важный период, да? Ей не хватает гибкости. И у нее отработка кармы, кармический учитель. Она будет отрабатывать карму до 2028 года. Давайте посмотрим
стихии, да, для нее, как, под какой стихией, или опасность огня. Опасность огня для нее, либо она огненная стихия, в огне, горит в огне, да. Но я думаю, бесполезно смотреть, вот почему-то, хоть ты встрись, может день неподходящий, да, может быть в другой день пересмотреть этот расклад, что-то раскроется. Бывают такие дни, когда вот закрывается информация. Это я уже заметила. Есть дни, когда прямо вот льется, да, все, вся подноготная выливается, то, что не знают. А есть дни, когда вот удерживается информация. Фиг его знает, может день такой. Ну, можно, конечно, будет попозже, там, через недельку-две, может, через месяц еще раз такой расклад сделать. Ну, пишите, что вы об этом думаете, стоит, не стоит. На этом все. Люблю, целую, пух и до встречи. Пока-пока.